Слышали? Этот парень подглядывал за старшей сестрой Линь Цинсюэ и украл ее нефритовую подвеску ледяного лотоса. Не вини меня за жестокость. Старший брат Линь Фэн хочет твоей смерти. За кражу и разврат. Казнить. Я не смирюсь. Обида хозяина достигла небес. Активировано божественное зерцало небесных тайн. Жизнь в обмен на небесные тайны. Ежедневное предвидение событий следующего дня. Завтра в полдень на заброшенном кладбище произойдет землетрясение, которое обнажит руины древнего культиватора меча. Завтра в час Шень внешне управляющий Чжао Ху отправится в павильон небесных ароматов, чтобы встретиться со своей любовницей, демонической девой из демонического культа. При нем будет бухгалтерская книга, подтверждающая его сговор с демоническим культом. Из-за неминуемой смерти хозяина активирована экстренная информация. Прямо сейчас. Запрет на каменной колонне в 3 цунях слева от вас из-за ветхости. Достаточно всплеска духовной энергии, чтобы вызвать небольшой взрыв. Небеса не хотят моей гибели. Завтра в час Шень, павильон небесных ароматов. Отправлю тебя на тот свет. Откуда он знает про павильон небесных ароматов? Быстрее, догоните. Не дайте ему дожить до завтра. Завтра в полдень. Наследие руин. Я отыграюсь. Согласно информации, завтра Чжао Ху принесет бухгалтерские книги. Эти книги не только станут его смертным приговором, но и железным доказательством моей невиновности. Но до этого я должен обрести силу. Зерцало слегка корректирует духовную энергию. Эффективность культивации увеличивается в 3 раза. Этот управляющий Чжао Чу и Сюань, должно быть, умер, упав со скалы. Зачем нам искать его тело на этом заброшенном кладбище? Хватит болтать. Если мы не найдем тело, старший брат Линь Фэн разозлится, и кто тогда выдержит? Эрго, удача. Скоро разбогатеем. Разведка мечеплавильня использует сломанный меч как проводник, можно избежать смертоносной формации. Спасибо вам двоим за то, что указали путь. Эту возможность я, Чуй Сюань, забираю себе. Потомок, раз ты смог принести сюда сломанный меч, значит, в твоем сердце есть отголосок пути меча. Готов ли ты принять мой путь меча Цинсяо? Я не культивирую меч без чувств. Я культивирую меч мести. Если небеса несправедливы, я разрублю небеса. Пятый уровень очищения Ци. 7-й уровень очищения Ци. Чжао Ху. Настало время Чэнь. Донесение сдать в 2 часа 3/4. Управляющий Джао, Линь Фэн обещал нашему главе карту рудных жил металла Ген. Где она? Не волнуйся, все в этой бухгалтерской книге. Как только Линь Фэн станет главой внутренних учеников, все ресурсы Ордена Циньюнь будут нашими. Кто здесь? Чуй Сюань, ты не умер, потому что владыка загробного мира сказал, что для такого мусора, как ты, у него места не хватит. Кто это? Портит мне все дело. Сговор с демоническим культом, убийство собратьев по ордену, Чжао Ху. Сегодня никто тебя не спасет. Ну и что? Что ты на 7-м уровне очищения Ци? Я на пике 9-го уровня очищения Ци. Умри. Разведка Чжао Ху имеет скрытую травму. В точке Данчжун каждые 3 вдоха Ци застаивается. 3, 2,
как ты узнал мое слабое место? Потому что я вижу, что твой завтрашний день уже погрузился во тьму. А-а. Стреляйте! Догоняйте. Ваше окружение в моих глазах полно дыр. Ищите. Он ранен, далеко не убежит. Стадия возведения основ. Сейчас я ему не соперник. Должен вернуться в Орден с доказательствами до рассвета. Не отбирайте мою землю. Семья Линь, вы ублюдки. Старик, я верну тебе долг семьи Линь. Чжаоху мертв. Следующий — Линь Фэн. Иди. Разоблачи истинные лица этих лицемеров. Линь Фэн действительно высоко меня ценит. Даже нанял людей из Дворца Теневых Убийц. Ваши огненные мины, зарытые на метр в землю, я только что обезвредил водой. В следующее мгновение ваши глотки встретятся с острием меча. Старшая сестра Цзян, отдай те разведданные. Учитывая уважение к семье Цзян, старший брат Линь может пощадить твою жизнь. Семья Линь тайно сговорилась с магической сектой, намереваясь поглотить другие школы. Такое дело. Я, Цзян Ваньинь, ни за что не потерплю этого. Ах, Чуй Сюань, ты, бездомный пес, до сих пор не сдох. Разведанные первые. Увэй прячет похоронный гвоздь. Разведанные вторые. В теле Цзян Ваньинь есть пожирающий дух червь. Информация третья. Спасти Цзян Ваньинь. Сообщаю тебе слабое место главы Зала правосудия. Этот старый монстр по прозвищу Судья в железной маске. Выгодная сделка. Раз ты не ценишь доброту, первая фраза. Ты? Что ты сказал? Я снова посчитаю, сколько фраз тебе осталось жить. Девятая фраза. Все кончено. Зачем спас меня? Ты тоже. Твои сведения мне не интересны. У меня есть получше. Дай руку. Я избавлю тебя от червя, пожирающего дух. Ты Ты на 7 уровне очищения Ци, но чистота твоего намерения меча. Хватит болтать. Если хочешь отомстить, скажи, чего больше всего боится судья в железной маске. Вторжение в запретную зону, смерть без пощады. Старейшина Син, ваша родная внучка, пропавшая 10 лет назад, на самом деле заперта главой семьи Линь в подвале как ингредиент для зелья. И вы все еще можете так спокойно медитировать здесь. Разведанные первые. Завтра в полдень. Семья Линь превратит внучку старейшины Сина в кровавую пилюлю. Разведанные вторые. Вход в подвал семьи Линь скрыт под искусственной горой за родовым храмом семьи Линь. Каждые полчаса есть промежуток в патрулировании. Что ты сказал? Повтори. Старая Эмо была няней вашей внучки. Она не умерла. Это она передала мне тот секретный свиток и попросила найти вас. Это доказательство сговора семьи Линь с демоническим культом. С этой бухгалтерской книгой им нечего будет отрицать. Старейшина Син, у вас мало времени. Линь Фэн уже готов действовать. На этом состязание. Я обязательно устраню все препятствия для Ордена. Завтра в полдень. Великое состязание секты начнется раньше срока. Чуй Сюань, завтрашняя арена станет твоей могилой.
Разведка. Завтра на большом состязании Линь Фэн примет демоническую пилюлю и попытается публично замучить тебя до смерти. Посмотрим. Смотрите, этот насильник и вор лекарств действительно посмел вернуться. Говорят, он убил много людей снаружи, даже дежурный Чжа погиб от его рук. Он просто безумец. Разведанные первое. Сегодня в полдень, во вторую четверть часа, Линь Фэн в первом раунде поединка намеренно покажет слабость, чтобы заманить тебя в запретный духовный узел в юго-восточном углу арены. Разведанные вторые. Личные бойцы семьи Линь уже замаскировались под прислугу, устанавливают строй разложения трупов в красном павильоне, где содержится внучка старейшины Сина, готовясь убить ее в час 15 минут дня. Хотите провернуть два дела сразу? Семья Линь, ваши планы слишком очевидны. Старшая сестра Цзян, хотя ваши черви, пожирающие дух, были удалены, ваша духовная сила еще не полностью восстановилась. В первом раунде сегодняшнего состязания вы должны сдаться. Почему? Если я признаю поражение, семья Цзян под этим предлогом нахильно выдаст меня замуж. Потому что мне нужно, чтобы ты отправилась в Хуне Сиачжу, чтобы убить и спасти. Внучка старейшины Син там. Это наш единственный путь к спасению. Если не спасу, принесу тебе свою голову. Первый бой Чу и Сюань из внешней секты против Линь Фэна из внутренней секты. Чу и Сюань, не ожидал, что ты сам ищешь смерти. Знаешь, почему я осмелился вернуться? Потому что я уже давно написал твое имя на твоем надгробии. Как это возможно? Каждое его движение точно попадает в мертвую зону моей энергии меча. Быстрее. Как только ты ступишь сюда, духовная энергия мгновенно застынет. Открой. Это строй подавления духа. Как на арене может быть такое? Старейшина Ван, состязание еще не окончено. Что ты там щупаешь? Я просто. Кто установил этот массив? Расследовать. Раз ты сам ищешь смерти, то не вини меня. Наконец-то решился использовать демоническую технику Линь Фэн. Линь Фэн, посмотри, что это. Линь Фэн вступил в сговор с Орденом Кровавого Ша и убивал собратьев по Ордену. Вот доказательства. Прошу всех взглянуть. Линь Фэн, ты думаешь, у тебя еще есть выход? Отец, спаси меня. Кучка отбросов. Даже с такой мелочью справиться не можете. Линь Сятянь, как ты посмел ворваться на арену состязаний? Линь Фэн вступил в сговор с демоническим культом, ты должен дать объяснение Ордену. Воздух на пике, ведущем к небесам, все так же отвратителен. Это сердце кровавой жертвы 10 тысяч душ Ордена Кровавого Ша. Ты с ума сошел. Ты хочешь переработать всех людей на этой горе? Чу и Сюань, нам не выбраться. Это ловушка. Семья Линь с самого начала не собиралась ничего объяснять. Они хотят поглотить весь Орден. Открой. Секретная информация. Завтра Орден Цинь-Юнь будет полностью стерт с карты. Все 4231 человек, от мала до велика, не выживут. А что насчет меня? Единственный путь к выживанию – убить Линь Фэна, поглотить его демонический зародыш. Только так можно получить шанс на выживание. Но из-за этого ты станешь врагом всего мира. Простите. На этот раз я стану тем злодеем.
Спасти одного или спасти всех? Кем я буду завтра? Бессмертным или демоном? Убей меня. Даже если убьешь меня, сам не выживешь. Как только ядро злой энергии покинет мое тело, тебя мгновенно разорвет от переизбытка энергии. Если убьешь, станешь демоном. Если не убьешь, превратишься в прах. Смерть. Не трогай его. Это проклятие Ордена Кровавого Ша. Информация демонический зародыш вошел в тело, причиняя невыносимые страдания. Лишь вращая цинсяоский мечевой канон в обратном порядке по меридианам, можно запечатать демоническую цимичомцы, и она превратится в твою культивацию. Побочный эффект – твои глаза станут кроваво-красными, а на теле останется неизгладимый след магической ауры. Раз уж этот праведный орден не может защитить справедливость, то что мне мешает стать демоном? Подонок! Ты посмел забрать демонический зародыш у моего сына. Я превращу тебя в фонарь души и буду жечь 1000 лет. Уведи мою внучку. Не дай мне умереть напрасно. Уходи. Ты сейчас выглядишь. Нет времени объяснять. Чуй Сюань, ты умный человек. Проглотив демонический зародыш, ты станешь святым сыном нашего Ордена Кровавого Ша. Отдай внучку старейшины Сина, и я выведу тебя из города. Выведешь меня? Или хочешь забрать меня обратно, чтобы сделать из меня лекарство? В левом рукаве Мэйер спрятан порошок, растворяющий кости. Ее правая нога стоит на ловушке. Но через 3 вдоха с неба ударит кровавая жертвенная молния прямо в сухое дерево за ее спиной. Как он может так точно все рассчитать? Он даже небесную молнию может избежать. Я же сказал, твое завтра уже почернело. Чуй Сюань, ты действительно шпион демонического культа. Убил старшего брата Линь Фэна, а теперь сам превратился в это чудовище. Кто хочет жить, встаньте за мной. Кто хочет умереть, продолжайте болтать. Кровавый барьер, духовная энергия циркулирует. В точке Цзы есть мгновенная остановка. Столкновение с демонической энергией может открыть проход. Быстрее. Хе-хе-хе. Помогите. Не убивайте меня. Информация 1. Линь Сятянь не умер. Он объединился с 4 великими орденами, издал приказ об истреблении демонов, назвав тебя убийцей. Информация 2. Семья Су объявила об изгнании Цзян Ваньинь из дома. Информация 3. Травник, проходящий мимо в полдень, обнаружит это место. Если не хочешь раскрыть свое местоположение, его необходимо убить. Убить? Неужели я действительно должен превратиться в безжалостного демона-убийцу? Подсказка. Убить травника, вступить на демонический путь, разблокировать главу теней. Не убивать травника, столкнуться с преследованием, сохранить сердце меча, разблокировать главу, бросающую вызов небесам. Моя судьба в моих руках, а не в этом никчемном свитке. Я не буду убивать. Я проведу их через подземный ход. Чу и Сюань, отдай демонический зародыш и Цзян Ваньинь, и мы оставим твое тело целым. Тело целым. Я бы хотел посмотреть, кто сможет меня остановить.
Не дайте ему сбежать. Быстрее, в погоню. Мои родители. Этот свиток действительно может предсказывать. Чуйхуан, смотри. Впереди огни. Идем. Внутрь. Раз уж мир меня не принимает, то я стану королем в тенях. Плата за вход в город – 3 года жизни или одно демоническое ядро стадии возведения основ. Чуйхуан, у нас нет этого. Страж увядший призрак находится в стадии обратного действия трупного яда. Укажите на его левое плечо и назовите имя перевозчика 9 миров. Этого будет достаточно. Перевозчик 9 миров. Провожаю души в Юймин. Господин, проходите. Комната номер 3 в павильоне небесных ароматов на Северной улице уже готова для вас. Обратное действие демонического зародыша становится все сильнее. Твои меридианы уже начали чернеть. Все в порядке. Инская энергия этого города погребенных костей идеально подходит для подавления демонического зародыша. Информация 1. На аукционе белых костей появится кристалл 9 миров. Информация 2. Посланник Лин Сиатяня тайно проник в город. Информация 3. Хозяйка павильона небесных ароматов, Хун Гау, на самом деле является торговцем информацией и подслушивает ваш разговор. Голос этого мужчины очень незнаком, но его демоническая энергия удивительно чиста. Неужели это Чуй Сюань, который уничтожил Орден Циньюнь? Госпожа Хун, вы наслушались. Молодой человек, вы очень способный. В городе погребенных костей слишком много знать значит недолго жить. Что вы хотите обсудить? Завтра в полдень я заберу тот кристалл 9 миров на аукционе. Но у меня нет духовных камней. Я обменяю его на это. Это родословное уровня небесного демона. Кто вы такой? Если вы не хотите, чтобы завтра в полдень ваш павильон небесных ароматов был сравнен с землей бандой стервятников, то делайте, как я сказал. Глава семьи Линь сказал, что мы должны заполучить этот кристалл 9 миров. Это приманка, чтобы заманить Чуй Сюаня в ловушку. Прошу внимания, господа. Это легендарный кристалл 9 миров. Начальная цена 30 тысяч высококачественных духовных камней. 100 тысяч высококачественных духовных камней. 120 тысяч. Информация. Кристалл 9 миров на сцене. Подделка. Настоящий. Спрятан управляющим аукционного дама. Действуй по плану. Скоро здесь будет хаос. Отведи отца к черному ходу. Такое сокровище жаль продавать этим дуракам. Оставлю себе, чтобы прорваться на стадию возведения основ. Жаль. Тебе это не суждено. Откуда ты знаешь? Я знаю. Гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Черт возьми, кто-то подменил. Стой, твоя аура. Передай Линь Сиатяню. Его жизнь я скоро заберу ее. От тебя пахнет фуханьджаном. Вы знали моего отца. Когда-то он сбежал сюда с половиной свитка небесных тайн. Если бы не предательство хозяина этого города, разве он погиб бы под натиском семьи Линь и этих лицемеров? Информация 1. Старик расскажет тебе секрет фрагментов небесных тайн. Божественное зерцало небесных тайн состоит из 3 свитков. Информация 2. Линь Сиатянь преследует тебя, потому что у него в руках 2-й свиток зерцало земной сети. Информация 3. В полночь владыка города погребенных костей активирует кровавый алтарь, пытаясь определить местонахождение зерцала в твоих руках. То, что у тебя, называется зерцало небесной судьбы. Оно может видеть будущее. То, что у Линь Сиатяня, называется зерцало земной сети. Оно может исследовать настоящее.
Есть еще последний свиток — зерцало человеческого пути. Он спрятан на самом верхнем этаже башни белых костей. Что будет? Когда все 3 зерцала объединятся, ты увидишь вечную истину. Уходи скорее. Владыка города уже обнаружил тебя. Малец, не повторяй судьбу своего отца. Чуйшуань, отдай зерцало небесной судьбы, и я дарую тебе вечную жизнь. Мы окружены. На этот раз выхода нет. Пока я здесь, выход будет. Завтра у этого города будет новый хозяин. Поздравляю городского лорда с 200-летием. Глава семьи Линь Сяотянь специально поручил, что если поймать того Чуйсюаня, то осколок небесного механизма он готов разделить с городским лордом поровну. Глава семьи Линь, вы слишком любезны. В этом городе погребенных костей, ха-ха-ха, нет никого, кого бы я не смог схватить. Информация 1. Сегодня в полдень запрет башни белых костей будет принудительно снят. Информация 2. В костяном каноне 9 преисподних есть фатальный изъян в 3 цунях от сердечного центра духовная сила иссушена. Для подавления этого необходимо пить чистую кровь культиватора меча. Информация 3. Ян Ваньин будет выбрана Инцзюю для кровавого питья и принесена в жертву на пике праздничного банкета. 1 миг слабости достаточно, чтобы отправить его на тот свет. Ты сошел с ума! Его сила намного превосходит твою, он почти прорвался на следующий уровень. Ты, юнец, чем ты собираешься бросить ему вызов? Госпожа Хун, вам нужно лишь в полдень бросить эту гром, сотрясающий горы, в пруд с темной водой в боковом зале. Остальное — воля небес. Воля небес? В городе белых костей Инцюю и есть воля небес. Нет, с сегодняшнего дня я единственная воля небес в этом городе белых костей. Господа, сегодня чистая кровь культиватора меча поможет мне достичь стадии возведения основ. Обратный отсчет. 3, 2, 1. Кто здесь? Это Чу и Сюань. Он там. Ты смог разглядеть изъян в моей технике. Инцзюю, когда ты предал Фуханьчжана, думал ли ты о возмездии? Ха-ха-ха. Этот самонадеянный парень. Он держал свиток и не хотел его отдавать. Так ему и надо. Ах, намерение меча Цинца. Убийца богов. Предупреждение. Инцзюю собирается применить проклятие белых костей, чтобы погибнуть вместе с тобой. По данным разведки. Ты потеряешь левую руку в этот момент. Тогда я отдам свою левую руку за его жизнь. Ты сумасшедший. Чу и Сюань, ты убил городского лорда. Весь город погребенных костей выйдет из-под контроля. Глава семьи Линь уже прибыл. Ты мертвец. Твоя левая рука. Ченер, если ты читаешь это сообщение, значит, ты уже ступил на путь Асуры. Запомни, 3 зерцала небесных тайн предназначены не для вечной жизни, а для печати.
Семья Линь – всего лишь пешки. Наш истинный враг – само небо. Если твоей силы недостаточно, ни в коем случае не собирай все 3 зерцала. Чу Исюань, ты собираешься продолжать? Если небо хочет меня убить, я проткну это небо. Лин Сиатянь уже за городом, верно. Информация 1. Лин Сиатянь осадит башню белых костей. Информация 2. В теле Сиатца скрыт направляющий талисман зерцала земной сети. Информация 3. Цзян Ваньинь будет тяжело ранена, защищая тебя в бою. Завтра, что бы ни случилось, не покидай меня. Лин Сиатянь, когда 3 зерцала воссоединятся, наступит день гибели семьи Линь. Информация. Восстание белых костей уничтожит семью Линь. Чуй Сюань, Лин Сятянь притащил свой арбалет, сжигающий города. Один выстрел может сравнять с землей целую башню. Мы не сможем удержать оборону. Кто сказал, что мы будем обороняться? В этом городе живых меньшинство, а мертвые – хозяева. В час дракона Лин Сятянь к югу от города бросил гром, обратный инканал может дать отдачу, сеть земли может отслеживать передвижение, но не защитит и человеческого пути, контролирующего мертвых. Цзян Ваньинь истощил меч сердца, избегает сильного управления мечом. Вся армия в атаку. Тому, кто принесет голову Чу Исюаня, награда – 1 000 000 духовных камней и место старейшины. Моей кровью призываю кости всех существ. Восстаньте. С методами Фу Ханьчжана я уже давно знаком. Арбалет, сжигающий города. Огонь. Чу Исюань, я перехвачу стрелы за тебя. Ты сосредоточен на управлении скелетами. Стой. Лин Сиатянь, ты действительно заслуживаешь смерти. Чу Исюань, внутри земной сети все – букашки. Сегодня я заставлю тебя своими глазами увидеть, как твоя возлюбленная превратится в гной и кровь. Уведи ее. Через тайный проход под башней белых костей. Чтобы не услышала, не оглядывайся. А ты? Я преподнесу главе Линь такой подарок, который он не забудет до конца своих дней. В 2 часа дня Лин Сятянь схватит тебя цепью, связывающей дракона, и допросит с помощью 3 зерцал. Все обычные пути отступления заблокированы. Отбрось тело, замани его в ловушку – это единственный путь к спасению. Фрагмент сердца меча содержит неугасимое намерение меча. Питая его кровью демонического зародыша, можно получить сверхмощный убийственный прием. Ха-ха-ха. Бросаешь товарищей, сам ищешь смерти. Чу Исюань, ты еще наивнее своего отца. Поймал. Испугался до смерти. Божественное зерцало. Сюда. Позволь мне воспользоваться твоим сердцем меча. Отныне, даже если я буду нести позор навека, даже если полностью паду в демонизм, я защищу тебя. Кровь демонического зародыша слилась с сердцем меча. Божественное зерцало ярко засияло, насильно выведя запретный стиль меча, которого не существовало в этом мире. Ты сумасшедший. Хочешь погибнуть вместе со мной? Нет, я отправлю тебя в ад. Предел демона. Курган мечей. А-а. Невозможно.
Я достиг совершенства стадии возведения основ. В моих руках зерцало земной сети. Как я мог проиграть какому-то молокососу? Ты слишком верил этому обрывку, но забыл, что все живые существа этого мира вот сильнейший меч зерцала человеческого пути. Ты не можешь убить меня. Я глава семьи Линь. Меня поддерживает предок ордена Цинюнь. Убив меня, ты сам не выживешь. Предок, когда я убью тебя, я лично пойду и разрушу его надгробие. Вмешательство правил Небесного Даа. Недостаток силы, сопротивление невозможно. Немедленно войдите в телепортационный массив в глубине города погребенных костей. Покиньте этот мир. Ха-ха-ха. Даже Небесное Даа не посмеет остановить меня. Он действительно поддался демонизации. Ради тебя. Этот демонический путь пройден не зря. Семья Линь уничтожена. Но грядут большие неприятности. Нам нужно уйти отсюда. В центр Великой Пустоши. Там 1000 орденов. Семья Линь даже на 3-й сорт не тянет. Только там можно усовершенствовать божественное зерцало и выкопать тот глаз. Предварительная информация. Вход в Великую Пустошь. Вы встретите женщину, которая назовет себя вашей невестой. Ха-ха-ха. Опять несколько беженцев из приграничных земель. На стадии возведения основ осмелились бродить по Великой Пустоши. Боюсь, они и первую ночь не переживут. В полдень Е Цинсюань прибудет с брачным контрактом, чтобы забрать фрагмент зерцала человеческого пути. Ее телохранитель, старец стадии зарождения ядра, сможет распознать твою демоническую маскировку. Через полчаса из-под земли вырвется песчаный земляной дракон. Быстро отправляйся в таверну «Врата дракона» в 3 ли к востоку, чтобы укрыться. Невеста, сколько же еще секретов, о которых я не знаю, скрыто в планах отца. Как низко ты пал, связавшись с демонами и еретиками. Да еще и тащишь за собой раненую обузу. Кого ты назвала обузой? Чуй Сюань, это брачный контракт, подписанный твоим отцом собственноручно. Согласно договору, ты должен передать наследие моей семье Е для управления. Боюсь, вы хотите завладеть моим имуществом и убить меня. Быстро назад. Что-то собирается вылезти оттуда. Несешь чушь. Мисс, этот парень только что точно предсказал местоположение земляного дракона. Это не случайно. У него точно есть необычное сокровище. По правилам Великой Пустоши, в таверне «Врата дракона» запрещены частные поединки. Хотите драться, катитесь отсюда. Если хотите остаться, с каждого по 100 высококачественных духовных камней. Чуй Сюань, в этом брачном контракте есть божественная мысль, оставленная твоим отцом. Если ты не поедешь со мной сегодня вечером, завтра все ордены Великой Пустоши узнают, что потомок семьи Лу с фрагментом божественного меча явился в мир. Мисс Е, можете попробовать. Посмотрим, что быстрее, твое сообщение или мой меч. В вине таверны есть порошок из измельченных костей. В час крысы Сай Сиши вместе с бандой стервятников ограбит таверну. Старейшина семьи Е стадии возведения основ, шпион демонического культа. Он хочет убить Е Цинсюань и подставить тебя. Цзян Ваньинь нужен внутренний эликсир земляного дракона. Земляной дракон погибнет сегодня ночью в песчаном море, его труп будет в сухом колодце. За таверной эликсир в его брюхе. Одна таверна, а сколько интриг.
Е Цинсюань, похоже, ты, моя невеста, даже не разглядела змею за своей спиной. Чу Исуань, если у тебя действительно есть брачный контракт, не беспокойся обо мне. Великая пустошь слишком опасна. Я буду только обузой для тебя. Какое мне дело до брачного контракта, подписанного моим отцом? В моих глазах этот контракт — просто клочок бумаги. Ты — моя судьба. Представление начинается. Е Цинсюань, вот твои верные стражи. Ты все предвидел. Ты предатель. В конце концов заплатишь за свои поступки. Остановите его. Он идет за жемчужиной земляного дракона. Раз уж знаете, тогда платите жизнью. Малец — это жемчужина земляного дракона, редкое сокровище Великой Пустоши. Хочешь забрать ее себе? Эта жемчужина нужна мне, чтобы спасти человека. Кто встанет на пути, тот умрет. Начальная стадия формирования ядра. И это все. Через 3 дня в городе 10 тысяч мечей состоится собрание гениев. Осмелишься прийти? Я приду, чтобы забрать зерцало земной сети моего отца. Та невеста, она. Всего лишь ступенька. Разведка. Завтра в городе 10 тысяч мечей встретишь юношу, потерявшего починку. Он владеет древним секретным методом формаций и станет первым божественным генералом в созданной тобой силе Великой Пустоши. Аура юноши рядом с той девушкой совсем обычная. Как он мог привести такую красавицу? Наверное, очередной несчастный молодой господин из второсортного ордена. Время Шень. Переулок за павильоном драгоценностей. Муюнь подвергнется избиению учениками ордена 10 тысяч мечей. Этот юноша обладает врожденным телом-массивом. У него при себе половина ключа к защитному массиву города. Его дантянь запечатан гвоздем, запирающим дух. Извлечь его, и через 3 дня он восстановится до пика стадии возведения основ. Владыка города находится в уединении, пытаясь прорваться на позднюю стадию формирования ядра. Помешать его медитации. Завтрашняя встреча Альянса обязательно Завтрашняя встреча Альянса обязательно отнимет Врожденное тело массив. Это именно тот страж, которого мне сейчас больше всего не хватает. Муюнь, когда твой отец умер, он передал лишь половину схемы массива. Где вторая половина? Говори быстро, иначе сегодня я отрублю тебе руки и ноги по одной и скормлю собакам. Несколько взрослых мужчин издеваются над калекой. Вы позорите весь орден 10 тысяч мечей. Откуда взялась эта дикая собака? Смеет лезть не в свои дела ордена 10 тысяч мечей. Ищешь смерти. За спасительную милость господина, Муюнь готов умереть 10 тысяч раз. Запомни, завтра встреча Альянса. Я хочу, чтобы ты собственноручно отключил великий защитный массив этого города 10 тысяч мечей. Завтрашняя информация. Е Цинсюань объявит об отмене помолвки на встрече Альянса. Преподобный Санмин, стоящий за семьей Линь, появится. Его культивация достигла поздней стадии формирования ядра. Невеста, наше представление только начинается. Чу Исуань, раны Муюня стабилизировались, но Хунгиу говорит, что сегодня ночью в городе появилось много незнакомых присутствий стадии формирования ядра. Это люди из 3 великих орденов Дахуана. Отмена помолвки Е Цинсюань – ложь, а истинная цель – выманить остатки клана Лу.
Этот съезд в городе 10 тысяч мечей на самом деле — смертельная ловушка для меня. И ты все равно пойдешь. Должен пойти. Разведанные показывают, что половина зерцала земной сети находится на вершине башни 10 тысяч мечей в резиденции городского лорда. Это точка сбора духовной энергии Дахуана. Не забрав его, я никогда не смогу противостоять культиваторам поздней стадии формирования ядра. В море сознания бесчисленные Чу и Сюани моделируют завтрашний боевой путь. Зерцало выдало десятки вариантов неудачного исхода. Внезапно был отмечен один золотой путь. Информация оптимизирована. Завтра на съезде Е Цинсюань вызовет тебя на поединок на платформе Лазурного Дракона. Если сможешь победить ее за 3 хода и использовать зерцало человеческого пути для управления эмоциями наблюдающих, это вызовет резонанс намерения меча по всему городу, что позволит мгновенно переместиться к башне 10 тысяч мечей. Детали информации. Меч Е Цинсюань, морозный блеск, обладает духом меча. Он испытывает естественный страх перед твоим мечом Цинся. Используя это, можно пробить ее нерушимое тело меча. Госпожа, Чу и Сюань уже вошел в город. И он спас Муюня, этого отпрыска. Он умнее, чем я думала. Но вражда между моим кланом Е и кланом Лу не может быть улажена одним лишь брачным договором. А если он все равно не отдаст зерцало? Тогда пусть он исчезнет вместе с городом 10 тысяч мечей. Господин, точки массива отмечены. Как только вы подадите сигнал на платформе Лазурного Дракона, я смогу развернуть все каменные мечи города. После города 10 тысяч мечей не будет места в Дахуане, куда бы вы не смогли пойти. Сегодняшнее собрание — это и турнир гениев, и день, когда мы покончим с остатками клана Лу. Чу и Сюань, я знаю, ты здесь. Раз посмел убить Линь Фэна и уничтожить клан Линь, почему же не осмеливаешься предстать передо мной с этим брачным контрактом? Чу и Сюань, этим мечом я разорву карму. Согласно разведданным, этот твой прием, хоть и эффектен, но в 3 цунях под левой подмышкой преобразование духовной силы будет иметь задержку в 0,1 секунды. Наглец! Как ты смеешь? Муюн, действуй. Сегодня никто меня не остановит. 3 меча в огне. Да, возвращается в ничто. Системное уведомление. 3 зеркала воссоединились. Степень 96%. Получен пассивный навык полипричинности. Завтрашние сведения: твоя родная мать Геунания не умерла. Она заключена в земле богов, в самой глубокой части Великой Пустоши. Это кладбище богов. Приведите силы в порядок. Мы отправляемся в запретную землю богов. Кто встанет на пути, того я убью. Господин, пространственные законы здесь полностью нарушены. Мои координаты смещаются каждую секунду. Без точного указания, если мы сделаем неверный шаг, нас разорвет пространственным потоком. Чу и Сюань, ты чувствуешь? Здесь что-то не пускает нас. И даже твое зерцало. Разведка сегодня. Войти в запретные земли богов. Избегайте скелета гигантского дракона в 3000 джанов к северо-западу. Там находятся стражи погребенных богов. Разведанные 2. Завтра в час цзы. Твоя мать переживет 9-е извлечение крови. Если не сможешь войти на 1-й уровень до этого, она полностью погибнет. Чем сильнее помехи, тем ближе истина. Мама, жди меня. Остатки семьи Лу, вы действительно осмелились прийти сюда на смерть. Это земля богов, запретная территория для всех великих орденов. Твое божественное зерцало должно быть передано нам. Орден Ютянь.
Хозяева Линь Сяотяня. Это вы, верно. Муюнь, активируй строй по моему указанию на юго-востоке. Ваньинь, прикрой фланги. Продолжайте давить. Как этот парень может свободно передвигаться в этом месте с нарушенными законами? Кто встанет на пути, умрет. Завтрашняя информация. Ты встретишь марионетку, которая назовет себя служанкой твоей матери. Она приведет тебя в нежную смертельную ловушку. Маленький господин, наконец-то вы пришли. Госпожа Лю ждала вас 10 лет. Каждую ночь она звала ваше имя. Чу Исюань, не верь ей. В этой женщине нет ни капли жизненной силы. Она живой мертвец. Информация. Это женщина по имени Юлань. Ее душа ассимилирована волей божественной земли. Костяная флейта в ее руке. Это ключ к открытию первого уровня дворца. Мягкий смертельный тупик. Но если не войти в эту игру, как я найду мать? Чтобы увидеть госпожу, вы должны пройти все 9999 ступеней вопрошения сердца. Активировано зерцало человеческого пути. Все существа равны. Детали разведки. Когда ты дойдешь до 9000 ступеней лестницы, Юлань применит смертоносный прием с костяной флейтой. Единственный способ прорваться – это добровольно рассеять духовную энергию и спровоцировать ее поглотить вашу энергию демонического зародыша. Энергия демонического зародыша несовместима с аурой Божественного Царства. Мгновенно парализует ее божественное тело. Раз уж ты хочешь поглотить, я тебя и задушу. Эти штуки высасывают мою культивацию. Отойди, я сам. Это не сила божества. Это бездна. Завтрашняя информация в главном зале Божественного дворца. Ты увидишь Ге-Унани, но это лишь клон главы Ордена Юйтянь. Ты действительно вырос. Подойди, дай маме хорошенько на тебя посмотреть. Ты грязная марионетка. Не смей произносить мое имя. Малец из семьи Лу, твоя восприимчивость действительно поразительна. Жаль, но раз уж ты вошел в этот божественный дворец, твоя жизнь тебе больше не принадлежит. Донесение первое. Под плитами в центре главного зала находится сточный канал святилища, ведущий к магматическому озеру в недрах земли. Это единственный путь к бегству и место заточения истинной матери. Разведанные вторые. Осколок меча Цзян Ваньиня может временно прервать подачу духовной силы в божественный дворец. Ваньинь, отключи дух. Муюнь, активируй все формации города. Прыгай вниз. Хочешь сбежать? Внизу божественный огонь запрета. Вошедший туда непременно погибнет. Жаль те несколько свитков зерцала. Ченьер, тебе не стоило приходить. Мама, я пришел забрать тебя домой. Информация на завтра. Цена спасения матери – один человек должен добровольно прыгнуть в земной огонь Красного Лотоса. И этот человек должен обладать наиболее подходящей тебе родословной или сердцем меча. Чу Исюань, встреча с тобой – это самая прекрасная возможность в моей жизни. Раньше ты всегда защищал меня, но на этот раз я стану твоим щитом и мечом. Дитя, нет. Если я могу видеть завтра, почему я не могу переписать сегодня? Если я не могу спасти даже тех, кто рядом со мной,
Зачем мне это божественное зерцало? Карма необратима. Если только носитель не пожелает использовать свою судьбу в качестве проводника, чтобы активировать запретную технику зерцала человеческого пути, прививку кармы. Подробности запретной техники. Перенести неизбежную смертельную карму на демонический зародыш. Использовать демонический зародыш как жертву, чтобы он принял страдания красного лотоса. Цена такова, что хозяин потеряет всю свою култивейшн и каждый день будет испытывать боль от 10 000 стрел, пронзающих сердце. Разрушить мою культивацию, уничтожить мою основу. Что с того? Лишь бы она жила. Чиньер. Ты обменял свою жизнь на ее. Мама, я сказал, что заберу тебя домой. Информация на завтра. Великий старейшина ордена Юйтянь почувствовал разрушение печати и ведет войска к центру земли. В их руках есть талисман меча стадии трансформации духа. Талисман меча стадии трансформации духа. Похоже, настоящая смертельная ловушка только начинается. Господин, что с вами? Нам нельзя здесь задерживаться. Приготовьте последнюю формацию. Все решится сейчас. Вы защитите Нани и Ваньинь. Чуй Сюань, в вашем нынешнем состоянии вы действительно сможете применить такое запретное искусство. Что, если люди Ордена Ютянь настигнут нас? Информация. Сегодня в третью стражу Часа Быка магма в центре Земли обрушится, образуя кратковременную вакуумную черную дыру. Если удастся проникнуть в нижний план, можно избежать блокировки духовного восприятия на стадии зарождения души. Чуй Сюань, теперь ты просто калека. До каких пор ты будешь прятаться с этими жалкими остатками? По-хорошему, отдай зерцало. Люди Ордена Юйтянь все так же самонадеянны. Вы думаете, что этой кучкой сможете меня остановить? Прививка кармы завершена. Старое тело ушло, новое должно быть установлено. Поскольку хозяин с бескорыстным сердцем помог другим, он соответствует высшему закону зерцала человеческого пути. Перестройка основы награда за врожденное божественное тело. Разведка. Завтра на рассвете вы приземлитесь в запретной зоне Великой Пустоши. Там живет отшельник стадии зарождающейся души, который был предан вашему отцу. Но сейчас он находится на грани помешательства. Ты не умер. Он не сошел с ума. Он просто ждет того, кто сможет подавить его демона сердца. И этот человек — я. Это аура Фу Ханьчжан. Нет, ты сын того мальчишки. По данным разведки, твой палец отклонится на дюйм, прежде чем коснется моей кожи. Информация. Меченый безумец когда-то был главой тайной стражи семьи Лу. Чтобы сохранить последний фрагмент формации семьи Лу, он насильно поглотил подделку половины зерцала земной сети, что привело к обратному удару по его душе. Метод прорыва. Используйте настоящую сеть в ваших руках, чтобы распознать первоисточник. Направь ложную ци в его теле на свое место. Раб меча — это ты. Госпожа, раб меча не смог защитить своего господина. Прошу госпожу о снисхождении. Дядя Цзянь, не нужно себя винить. Теперь то, что они нам должны, я буду взыскивать по одному. Молодой господин, секта Ютянь не страшна. Страшны стоящие за ними древние монстры стадии превращения в духа. Это то самое небесное око, о котором упоминал твой отец. Разведанные завтра в полдень.
Небесная секта Юйтянь казнит всех твоих сообщников в городе 10 тысяч мечей. Донесение второе. Духовная жила на дне города 10 тысяч мечей из-за твоего разрушения находится на грани извержения. Одним лишь мечом весь город разрушен. Завтрашняя разведка. Ты в центре города 10 тысяч мечей собственноручно отрубишь голову великому старейшине секты Небесного Владычества и открыто бросить вызов небесам. Старейшина уже распространил весть, что это все остатки Чуисюаня из ордена Циньюнь и города погребенных костей. Если в этом мальчишке осталась хоть капля человечности, он сегодня обязательно явится. Человечность — это эпитафия для слабых. Я расставил иллюзорный строй, и мириады законов возвращаются к одному. Даже если он приведет помощника стадии зарождающейся души, как только он ступит на площадь, его жизнь будет не в его руках. Фрагмент информации 1. Все заключенные на платформе истребления драконов — это кармические марионетки, созданные иллюзией. При прикосновении они мгновенно вызовут самоподрыв души. Фрагмент информации 2. В левом рукаве великого старейшины спрятан меч-талисман божественной трансформации. Для его активации требуется 3 секунды подготовки. Используй эти 3 секунды, чтобы телепортироваться за его спину, используя свое божественное тело. Информация 3. Точка детонации всех духовных жил города находится под 3 каменными львами в северо-западном углу площади. Иллюзия. Тогда позвольте мне самому срежиссировать финал этого представления. Молодой господин, старый раб пойдет первым, чтобы выманить этот меч-талисман божественной трансформации. Не нужно. Дядя Цзянь, ты отвечаешь за то, чтобы отвести мою мать и спасти Муюнь и остальных в углу. Цзян Ваньинь, ты отвечаешь за зачистку внешних управляющих стадий формирования ядра. Как только путь демонического меча будет открыт, намерение убийства будет трудно контролировать. Если почувствуешь, что не справляешься, немедленно остановись. Чуисюань, ради тебя, что с того, если я стану демоном? Идентификационный жетон. Рассеяться. Подсказка каменной книги. Сегодняшняя информация обменивается. Карма стерта. Бесшумное убийство. Чуисюань, если ты не появишься, я превращу этих ничтожеств в прах. Старый пес. Твое завтра мне уже надоело. Строй запечатывания всех законов. Активируйся. Снежный лотос расцветает. Эта девица, она что, Асура? Быстро отступаем. Эти марионетки связаны с душами города 10 тысяч мечей. Спасая их, ты совершаешь самоубийство. Взрыв. Смещение кармы. Перенос силы самоподрыва в пустоту прошлого. Старый пес. Это все, на что ты способен. Даже если у тебя божественное тело, пропасть между завершенной стадией возведения основ и начальной стадией зарождающейся души тебе не преодолеть. Лазурное море бушует. Законы божественного тела. Все техники, рассейтесь. Этого не может быть. Ты смог поглотить мое духовное давление. Да, сердце великого старейшины сейчас колеблется. Через 0,5 секунд он активирует мечевой талисман трансформации души. В этот момент его жизненно важная точка находится на 3 цуня ниже левой подмышки. 3 секунды на подготовку. Я дам тебе лишь 0,1 секунду. Твоя культивация. Я ее забираю. Нет, нет, нет. Молодой господин начал действовать на площади. Муюнь, скорее активируй духовные жилы. Господин сказал, чтобы эти отбросы из ордена Юйтянь узнали, что такое крах небес и земли.
Драконья жила обращается вспять. Огонь, сжигающий город, воспламенись. Чуисюань, ты не можешь меня убить. Глава Ордена уже прорвался на стадию трансформации божества. Если ты убьешь меня, он пересечет измерения и явится сюда. Пусть приходит. Я как раз хочу посмотреть, горячая ли кровь у тех, кто на стадии трансформации божества. Пришел. Смертный Чу Исюань, похищающий карму, кровожадный, сегодня должен быть казнен. Ты не небеса. Ты всего лишь стареющий паразит. Ты смог увидеть мою истинную форму. Хозяин бросил вызов авторитету. Функция каменной книги улучшена до перезаписи информации. Перезаписать. Прибытие небес. С завтрашнего дня на сумерки богов. Завтра у ворот Ордена Ютянь. Мы пойдем туда, чтобы уничтожить его. Чуисюань, ты уничтожил город 10 тысяч мечей, убил моих старейшин. И сегодня осмелился сам прийти сюда. Ты что, думаешь, что тысячелетняя основа моего Ордена Ютянь – это пустое место? В моих глазах это всего лишь руины, которые скоро сгорят. Хотите убить меня кровью моей матери? Тогда я похороню вас вместе с удачей вашего ордена. Господин, центр строя заблокирован. Смотрите, как я меняю небо и землю. Как это возможно? Почему Великий Строй обратился против себя? Все законы запрещены. Ха-ха-ха. Молодой господин, сегодня этот старый раб будет убивать в свое удовольствие. Старый хрыч, это твоя последняя попытка. Чуисюань, ты вынудил меня. Ученики, проявите свою преданность и призовите демонического бога для меня. Ты осмелился скрывать карму бесчисленных бедствий. Умри. Чуисюань, спаси меня. Мое сознание исчезает. Хочешь мою женщину? Ты спросил у книги в моей руке. Обращение кармы, стирание реальности.
Ты семя того человека. Этот негодяй Фу Ханьчжан действительно посадил семя в этот бесплодный мир. Фу Ханьчжан, мой отец. Что ты имеешь в виду? Ха-ха-ха. Он всего лишь сбежавший привратник из узла высшего мира. А ты, Чуй Сюань, ты вовсе не человек. Это воспоминание о битве в высшем мире. В ту эпоху. Иди, отправляйся в Нижний мир, туда, где даже карма не сможет тебя найти. Если тебя обнаружат, твоя душа будет разрываться 10 тысяч лет. Пока этот свиток небесных тайн выживет, у человечества будет надежда. Вот оно как. Я. Книга. Книга. Это я. Спасибо, что открыл мне правду. В ответ, пожалуйста, исчезни навсегда. Карма стерта. Пустота возвращается на свое место. Ты наконец-то вспомнил. Орден Юйтянь был лишь закуской. Боги высшего мира, вы готовы встретить свой конец. Они пришли, верно? Они не приходят. Они собирают урожай. Существа, прожившие в Великой Пустоши десятки тысяч лет, в их глазах всего лишь созревший урожай. Принять перерождение. Для этого ей придется сжечь свою душу. Я ни за что не соглашусь. Массив больше не чувствует духовную энергию. Высший мир заблокировал все источники духовной энергии. Они хотят, чтобы мы задохнулись и умерли. Чинер, твой отец тогда отчаянно отправил тебя в Нижний мир именно ради этого дня. Не беспокойся о нас, стариков, уходи. Муюнь, отведи всех выживших к руинам башни 10 тысяч мечей. Хунгоу, защити мою мать. Дальше я пойду один. Сын предателя, семя Чуй Сюань, карма завершена. По приказу владыки забрать небесные тайны. Уничтожить душу. Забрать. Эта карма была оплачена кровью десятков миллионов моих родных. Вы сможете ее забрать. Кто посмеет его тронуть? Информация Цзян Ваньинь. Перерождение павшей святой императрицы из высшего мира. Только слияние с ней позволит создать силу,
способную противостоять разрушительному божественному свету. После слияния души резонируют, а сердце становится единым в любых испытаниях. Значит, с самого начала ты существовала лишь для того, чтобы спасти меня. Это сила, выходящая за пределы небесного пути. Вы бунтуете. Боишься? Мы бросаем вызов небесам, которые нас породили. Я не боюсь. Информация. Завтра в полдень оборона Небесного Покрова будет наиболее уязвима. Если использовать силу кармы, чтобы подняться против течения, можно напрямую прорваться в ядро Верхнего мира. Всем сохранять ясность ума. Сегодня я поведу вас, чтобы разрубить эти несправедливые небеса. Исторические хроники открывают мне путь, причинно-следственные связи переписываются, все законы возвращаются к сердцу. Верхние три владыки дворца сейчас находятся в ослабленном состоянии после совместного заклинания. Это твой единственный шанс убить их. Твой отец Уханьжан, его душа заточена в фитиле лампы Дворца Правосудия. Если удастся его спасти, он расскажет тебе, где находится последний свиток. Как только ты попадешь в Верхний мир, твоя информация о завтрашнем дне временно перестанет действовать, и будущее будешь писать ты сам. Больше нет информации. Тоже неплохо. Это свобода, полная неизвестности, и есть жизнь. Семя Чу Исюань, ты посмел сам напасть на Небесный дворец. Знаешь ли ты, что каждый твой шаг на самом деле находится в наших расчетах? Чу Исюань, ты, семя, посмел сам подняться на небеса. Ты знаешь, что каждый твой шаг был нами рассчитан. Или вы рассчитали, что я взорву этот свиток небесных тайн прямо здесь? Ах! Безумец! Ты хочешь разрушить баланс этих трех миров? Если несправедливый баланс требует перерождения в качестве платы, то такой баланс мне не нужен.
Ченер. Ты не только потерял демонический зародыш, но и лишился сотни лет жизни. Все это ради спасения мамы. Потерянные годы жизни можно восстановить культивацией, но если потеряешь человека, его уже не вернуть. Тело носителя преобразовано во врожденное божественное тело кармы. Отныне оно не подчиняется законам 5 стихий этого мира. Выход из запретной земли богов заблокирован. Можно получить звездную карту внешнего поля битвы. Намерение меча Цзян Ваньинь мутировало. Что? Эта женщина прорвала строй черной черепахи. Кто встанет на пути, умрет. Ты жив. Я не могу разглядеть твою культивацию. Хочешь разглядеть мою культивацию? Лучше посмотри на себя. Что ты сделал? Это не магия. Ты призрак. Информация на завтра. Орден Юйтянь проведет церемонию призыва богов из Верхнего мира. Чуисюань, обладающий каменной книгой кармы, уже не может быть убит обычными средствами. Сегодня я, глава Ордена, не пожалею столетней удачи Ордена, чтобы призвать божественного владыку высшего мира. Отец, ты впускаешь волка в дом. Неужели боги действительно заботятся о нашей жизни и смерти? Так называемые боги – всего лишь хищники более высокого порядка. Пропавшие члены семьи Лу, которых ты ищешь, на самом деле заперты на фабрике родословных в подземельях Ордена Юйтянь. Сегодня в час Шэнь в южной части защитного строя Ордена Юйтянь появится 3-секундный функциональный разрыв. Все живые существа – пища, а боги – воры. Это небо действительно пора пробить. Господин, разрыв скоро появится. 3, 2, 1. Вперед! Только что пронесся порыв ветра, не так ли? Не будь таким мнительным. Строй работает совершенно нормально.
Враг. Быстро перережьте трубки. Активируйте самоуничтожение. Стой. Ченер, скорее остановите главу Ордена. Они призывают бога алчности. Это демон. Ха-ха-ха-ха-ха. Владыка правосудия явился. Простолюдины в великих пустошей, преклоните колени и примите смерть. Старик, ты призвал не бога, а мясника, который отправит тебя на тот свет. Жертв недостаточно. Хочешь жертв? У меня есть свиток. Посмотрим, осмелится ли владыка проглотить его. Обнаружен внешний бог уровня приговора и его слабость, время пребывания в этом мире, ограниченное законом причинности. Если запереть его в сегодняшнем дне, он не сможет начать завтрашний апокалипсис в Нижнем мире. Используйте зерцало земной сети, чтобы заблокировать земную энергию. Зерцало человеческого пути, чтобы собрать обиды всех живых существ. Зерцало небесной судьбы, чтобы насильно удержать эту секунду кармы. Хорошо. Тогда пусть этот бог увидит, на что способны смертные. Махив богов Красного Лотоса. Предатель, заплати за свои деяния. Катись обратно в свои высшие миры. Эта секунда моя. Карма стерта. Изгнание. Боги ушли, но оставили семена богов. С завтрашнего дня вся флора и фауна Великой Пустоши мутирует, превратившись в пожирающих плоть демонов. Душа твоего отца, Фуханчжана, которого ты ищешь, была захвачена богами и заключена в небесную темницу высших миров. Отец. В этой Великой Пустоши больше нельзя оставаться. Я должен отправиться к той башне, ведущей к небесам. Слишком силен. Обычная энергия меча его не убьет. Сегодня в полдень
Эта штука распространится на руины города 10 тысяч мечей. Там есть духовный источник земли. Основная цель – паразитирование божественного семени. Если не взорвать источник заранее, весь южный регион Великих Пустошей превратится в мертвую землю. Под стелой подавления демонов на западной стороне равнины спрятан древний очищающий рунный строй, оставленный великим мастером. Циньюэ, пойдем со мной в город 10 тысяч мечей. В этих великих пустошах должны быть свои правила. Вот оно что. Убивает не тело, а связь. Так это семя. Какая мерзость. Циньюэ, прикрой меня на 3 вдоха. И проваливай из великих пустошей. Остался последний штрих рун. Хранитель башни, ведущий к небесам, пробудился. Он ждет твоего жертвоприношения. ХМФ полубог. Отлично. Вы и станете кровавой жертвой для башни, ведущей к небесам. Чу Исюань, отдай источник основной энергии. Глава Лу, божественный свет с верхнего мира не обязательно зло. Если мы сможем воспользоваться этим, чтобы взять инициативу в свои руки, это может быть хорошей возможностью. Вознесение. Ха. Посмотри на тех смертных, что превратились в куски масла снаружи. Три старейшины тайно проглотили фрагменты божественности прошлой ночью. Оказывается, они уже не люди. Вы трое хотите кристалл. Хорошо, я дам вам его.
Это башня, ведущая к небесам. Мой отец там. Малец из клана Лу, ты наконец-то пришел. Этой партии я ждал тебя 1000 лет. Старший. Я не хочу играть в шахматы. Я просто хочу открыть дверь. Открыв дверь, ты перестанешь быть собой. В этой башне заперты не люди, а истина этого мира. Если ты войдешь, твои спутники будут 100 лет сидеть снаружи, а то и вовсе превратятся в прах. Разве ты сможешь это вынести? Ключевая информация. Цинсунцы уже является духовным телом. Он смог прожить 1000 лет, потому что продал свое время. Отдав его духу башне. Если разведывательные данные о жизненной силе можно будет использовать с помощью меча гуманности. Можно связать божественные сознания всех спутников, погрузив их в состояние вечной неподвижности, избежав 100-летнего старения. Но цена этому – твоя душа должна будет вынести одиночество всех. Она все еще так прекрасна. Твое прошлое предопределено. Мое будущее за мной. Хороший удар мечом. Запомни. Не смотри в зеркало на вершине башни. Закройте глаза. Когда вы проснетесь, я вернусь к вам с чистым миром. Не обманывай меня. Если через 100 лет ты не выйдешь, я войду в башню и найду тебя. Информация обновлена. На этом уровне ты увидишь 3000 исходов гибели великих пустошей. В 2999 из них ты умрешь. Единственный шанс на победу — найти того, кто никогда не существовал в прошлом. Раз уж все равно умирать, я создам исход, которого никогда не существовало. Чуй Сюань, ты сожалеешь. Сколько людей ты погубил. Ради этого обрывка книги. Ты думал, что ты спаситель, но на самом деле ты лишь источник бедствий. Сожалеть. В словаре Чуй Сюаня никогда не было этих двух слов. Фрагмент информации. Первый уровень Вавилонской башни называется прудом раскаяния. Это цикл, созданный с использованием чувства вины вторгшихся. Если оглянешься в прошлое, то навсегда затеряешься на этом уровне. Настоящий выход из разведки не впереди, а в твоей тени. Путь появится, когда ты решишь уничтожить свое прошлое «я». Разведанные 3. Состояние оцепенения Цзян Ваньинь и других снаружи. Разрушается правилами башни. У тебя осталось меньше 12 часов. Уничтожить прошлое.
Ара. Ченер. Это ты. Беги. Это не башня. Это насос для выкачивания душ из верхнего мира. Они выкачивают всю удачу из нижнего мира в верхний через эту машину. Отец. Я пришел за тобой. Хранитель второго уровня информации – не физическое существо, а страх твоего отца. Если ты спасешь его, печать в его теле мгновенно взорвет все духовные вены Великой Пустоши. Убей меня. Ченер, внутри меня пространственная бомба. Стоит мне покинуть этот ткацкий станок, и вся Великая Пустошь, твои друзья, твои любимые, все обратится в ничто. Это последний замок, который на меня повесили эти ублюдки. Замолчи. Если я убью собственного отца, какое тогда бессмертие я культивирую? Какой путь я практикую? Чуй Сюань пытается применить запретное искусство, которое никто никогда не пробовал, подмену причинно-следственной связи. Принудительное замещение кармы пространственной бомбы в теле Фуханьчжана на само тело этой небесной башни. Хозяин навсегда потеряет функцию предвидения каменной книги. С этого момента больше не будет информации, только битва, полагаясь на собственные силы. Замещение займет 3 секунды. В течение этих 3 секунд вы будете находиться в состоянии абсолютной слабости. Любой слуга сможет убить вас. Ха-ха-ха. Предвидение. Я уже насквозь вижу это дерьмовое будущее. Если нет неизвестных сюрпризов, какой смысл жить? Замещай. Сынок, ты уничтожил зерцало. Что теперь будет с Дахуаном? Впредь Дахуану не понадобится зерцало. Мы отправимся в Верхний мир и по одному стащим оттуда всех этих кровососущих паразитов. Ченер. Верхний мир — это не просто место, это огромная тюрьма Божественного Царства. Если хочешь победить, ты должен найти исток зерцала всех существ. Он находится в той слезе, что дала тебе Цзян Ваньинь. Дядя Цзянь ждет снаружи. Я сначала выведу тебя. Чу и Сюань, поздравляю, ты уничтожил зерцало. Теперь ты всего лишь чуть более сильный смертный. Чу и Сюань, посмотри на эту грандиозную композицию. Ха-ха-ха. Мир, который ты отчаянно защищаешь. Всего лишь удобрение под этими трубами. Ха-ха-ха.
Ты уничтожил божественный меч, тем самым ослепив себя. Теперь, что ты можешь противопоставить мне? Вот каково это — не иметь спойлеров. Опасно, больно, но в то же время. Это так волнующе. Ха-ха-ха. Старый пес, ты слишком медлителен. Даже без книги я чувствую твой отвратительный запах гнили. Chu Isuan. Primi meci. Воля всех существ. Карма — это все существа. Пока существа неистребимы, карма не иссякнет. Владыка правосудия. Он пробуждается. Зерцало уже уничтожено. Теперь, чтобы увидеть будущее, мы должны прокладывать путь своими руками, убивая. Вы осмелитесь. Убивать. 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 Чуй-Сюань, ты разрушил башню, ведущую к небесам, разгневал высших богов. Теперь духовная энергия в великих пустошах иссякает. Ты должен дать нам объяснение. Объяснение. В великих пустошах выжить. Вот единственное объяснение. Те, кто хочет стоять на коленях и молить богов о милости, прочь. Те, кто хочет стоять и свергнуть богов, оставайтесь. Будущего нет, но я вижу бесчисленные возможности. Муюнь, готовься расширять строй. Господин, ядро строя стабильно, но запасов духовных камней хватит лишь на 3 дня. Мы должны забрать ресурсы у тех орденов, что примкнули к высшему миру. Не нужно забирать. Они сами принесут их к нашим дверям. Чуй-Сюань, если ты благоразумен, отдай божественный меч. Тогда мы сможем замолвить за тебя словечко перед владыкой.
С сегодняшнего дня в Великой Пустоши существует лишь одно правило. Кто слушает меня, процветает, кто идет против небес. Chu Isuan, я чувствую ауру Еценсуан. Она в южном регионе, но ее кармическая нить разорвана. То есть, она уже не та, кем была. Цинсуан, как это можешь быть ты? Что с тобой случилось? Почему ты так выглядишь? Под святым светом все обращается в прах. Семья ей уже вошла в божественное царство. Чуисюань, это твой последний шанс на искупление. Пусть запирают. Я как раз не мог найти логово этого владыки. Эти существа бессмертны. Их жизненная сила связана с божественным прудом высшего мира. Тогда я перекрою их источник. Ваньнин, используй свои вечные слезы, чтобы заморозить карму этого места. Проснись. Чуисюань, не спасай меня. Мой отец продал свою душу. А меня они превратили в ключ для открытия небесного колодца. Уходи скорее. Это ловушка. Я сказал, пока я не расторгнул помолвку, ты моя. Ни Ян Ван тебя не заберет. Ни боги. Чуисюань, скорее спаси моего отца. Он в небесном колодце. Они хотят принести в жертву весь клан Е. Открой проход для пришествия. Чуисюань еще не пришел. Похоже, его камень кармы не научил его милосердию. Он придет. Сын, выращенный этим сумасшедшим отцом, горделивее всех. Му Юнь, нарушь строй небесного колодца. Дядя Цзянь, следуй за мной в самое сердце. Если небесный колодец откроется, пространственные разломы мгновенно разорвут южный регион.
Единственный способ остановить это — использовать твое врожденное божественное тело как пробку. 3 секунды. Это 3000 лет боли. Chu Ishuan, нет. Цзян Ваньинь. Позаботься о Е Цинсюань. Активировать строй. Стой. Чу Исюань, ты спас их, но забыл, что твоя судьба давно предрешена в моем божественном зерцале. У тебя тоже есть такое. Это оригинал, украденный твоим отцом. А то, что у меня в руках, называется эпитафия всех существ. До этого боги говорили, что мы – сорняки, пища для скота на их пастбище. Они предначертали наше рождение и нашу смерть. Но сегодня я скажу этим паразитам: раз уж небеса хотят нашей смерти, то мы сначала убьем небеса. Убивай. Интуитивное предупреждение. Верховный судья уже у Южных Небесных Врат установил формацию угасания всех живых существ. Вся их духовная энергия обратится вспять и взорвется в течение 3 секунд. Тактическая система моделирования, виртуальная боевая схема Муюнь, требует зацепки, чтобы нейтрализовать божественную силу. Слеза вечности Цзян Ваньинь, единственный катализатор. Боишься? С твоей кармической защитой даже ад покажется легкой и дорогой. Чу Исюань. Встань на колени и прими смерть. Разрыв кармы стереть. Господин, строй слишком сложен. Это закон смерти, высеченный владыкой в эпитафии. У меня есть остатки крови химии. Я тебя направлю. Разрушить.
Тогда я вырву эту страницу. Чу Исуань, ты наконец пришел. Взгляни на эту страницу. Это конец, который я только что написал для тебя. Противник использует абсолютный рок. Если только вы не найдете переменную, которой нет в эпитафии. Твои вечные слезы. Чу Исуань. Эпитафия записывают всех существ. Но я не из их числа. Не из их числа. Кто в этих 3 мирах сможет выйти из-под моего пера? Убить. Карма вспять. Я, перо, перепишу закат. Оказывается, владыка правосудия – всего лишь надзиратель, оставленный более развитой цивилизацией. А та эпитафия в его руках – это бухгалтерская книга для учета потерь в эксперименте. Наша жизнь не для тебя – всего лишь потери. А что еще? Для вас, низших существ, уже огромная честь предоставлять энергию для нашего бессмертия. Эту страницу я не признаю. Это невозможно. Это краеугольный камень закона кармы. Как смертный может его разрушить? Цзян Ваньинь, держись. Уведи всех в мою кармическую область. Всем войти в кармическую область. Раз уж книга учета испорчена, то все эти подопытные образцы должны быть уничтожены. Ченер – это родовая земля семьи Лу и якорь этого мира. Молодой господин, эту жизнь мне дала семья Лу. Сегодня я проложу тебе путь. Чу Исуань, ты должен победить.
Если перезапуск действительно произойдет, ты будешь помнить меня. Я впечатаю твою карму в свою душу. Пока я жив, ты будешь вечно. Чуй Сюань, ты опоздал. Перезапуск уже начался. Еще не конец. Пока я не умер, будущее не предопределено. Чуй Сюань, ты все-таки пришел. Процесс перезагрузки достиг 90%. Южный регион Великих Пустошей уже начал исчезать. Огонь станет чисто белым, и все мгновенно обратится в ничто. У Всевышнего Бога нет физического тела. Он — сознание, сформированное из чувства судьбы всех существ в этой звездной области. Пока живые существа верят в судьбу, он будет бессмертен. Кто-то должен войти в плавильную печь и изнутри перерезать эту главную нить судьбы. У вошедшего будут отняты все прошлое и будущее. Отнять прошлое и будущее. Разве это не полное исчезновение из этого мира? Стирание кармы. Абсолютный ноль. Чу Исуан, иди к плавильне. Я буду держать здесь. Цзян Ваньинь, жди меня. Войдя, ты спасешь всех, но никто не вспомнит тебя.
Чуй Сюань, ты стираешь себя. Когда ты достигнешь основы всего, ты станешь призраком, которого никогда не существовало. Стоит ли оно того? Если они смогут жить в завтрашнем дне без вас, то мое существование не имеет значения. Все предначертанное сегодня будет завершено. Мое сердце так болит. Кажется, я потеряла кого-то очень важного. Почему мы здесь? Почему небо плачет? Почему мы здесь? Почему небо плачет? Разбей. Нет, без судьбы этот мир погрузится в хаос, ты уничтожишь цивилизацию. Нет, только без судьбы они по-настоящему начнут жить. Прощай, Ванин. Прощай, мое будущее. Ускорьтесь. Не должно быть ни малейшей ошибки. Цян Ванин, ты все еще ждешь эту тень? Я не знаю, кто он, но я чувствую, что в этом ветре есть его запах. В этих облаках есть его тень. Он вернул нам свободу, но сам остался во тьме. Мы сейчас каждый день не знаем, что произойдет завтра. Это чувство так прекрасно. Раз ты не хочешь определенного будущего. Тогда я подарю тебе подарок с безграничными возможностями. Мы. Разве не встречались раньше? Я Чуй Сюань, просто бродячий мечник, только что прибывший в город. Девушка, не поделитесь ли вы со мной половиной чаши вашего вина? Хорошо. Это вино очень крепкое. Пей его медленно. Пей всю жизнь.